Здравствуйте, друзья! Рада вас видеть на моем канале. Я практикующий врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук. Меня зовут Ильинцева Надежда Викторовна. Сегодня мы продолжаем тему кашля, и я хотела бы в этом видео сконцентрироваться на признаках кашля, которые характерны для аллергии. Очень часто, когда ребенок длительно продолжает кашлять, встает вопрос о том, не является ли причиной длительного приступа или длительного вообще характера кашля какое-то аллергическое заболевание. Как в таком случае отличить аллергический кашель от обычного инфекционного кашля? Первое, на что обычно я сама обращаю и предлагаю обратить внимание вам, были ли раньше в принципе аллергические реакции у ребенка. Вспомните возраст, когда ребенок был совсем маленький, когда он был грудничком, были ли у него так называемые диатезы, выставлялся ли диагноз атопический дерматит, реагировал ли он на пищу. Далее, если в вашей семье аллергики, то есть если мама либо папа ребенка страдает аллергическим заболеванием, шанс того, что у ребенка тоже будет аллергия, повышается. Следующий момент. Характеристика кашля. Кашель, который возникает на фоне нормальной температуры тела, кашель, который возникает при контакте вдыхания определенных веществ или запахов. То есть вы точно знаете, например, что кашель всегда возникает при контакте с кошкой, или кашель у ребенка всегда возникает, когда он находится в пыльном помещении. Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что кашель у ребенка аллергический. В тех ситуациях, когда кашель возникает на фоне острой вирусной инфекции, то есть, как правило, это с повышением температуры, в садике дети, допустим, болеют, ребенок заразился, но по прошествии 5-10 дней, когда вроде бы ОРВИ уже купировалась, симптомы должны, по идее, пройти, а ребенок продолжает кашлять, причем кашлять может долго-долго, и всегда эти состояния могут заканчиваться бронхитами, допустим. Тоже момент, который должен быть рассмотрен внимательным образом в плане аллергии. Что здесь можно отметить? Во-первых, дети, особенно раннего возраста, склонны еще плюс, к тому, что они начинают посещать детский сад, у них расширяются контакты с другими детьми, соответственно, у них больше риск подхватить ту или иную инфекцию, флору какую-то, которая не характерна для данной семьи. В этом возрасте очень часто имеет место увеличение аденоидов, и после вирусной инфекции вот эта воспаленная аденоидная ткань, она продуцирует слизь, и постназальный затек также вызывает кашель. Очень часто вот именно особенность строения носоглотки ребенка, наличие у него аденоидов является причиной вот такого длительного кашля, и этот кашель тоже нужно дифференцировать от аллергического кашля. Почему? Потому что аденоиды в том числе часто увеличиваются у деток, которые страдают аллергическим заболеванием. Следующий важный момент – время суток, когда наиболее характерен кашель для ребенка. Если это дневное время суток, ребенок кашляет в основном, когда он побегал, попрыгал, то есть проявил какую-то физическую активность. Либо, допустим, ребенок утром проснулся, начал двигаться, ходить, бегать, прыгать, и он откашливается. Чаще всего это симптом как раз вот таких вот остаточных проявлений ОРВИ или затянувшегося аденоидита, кашля, который возникает в результате постназального затека. Аллергический кашель, классический, особенно если это уже бронхообструктивный синдром, то есть аллергия, которая проявляется спазмом бронхов, для этого кашля характерно появление именно в ночное время, причем это не первая половина ночи, до 12 часов, а это время, которое ближе к утру. Связано это с особенностью выработки определенных гормонов организмом. Если ребенок засыпает, но просыпается от приступа кашля в 3, 4, 5 утра, если при этом вы слышите свисты, хрипы в груди у ребенка дистантно, то есть на расстоянии. Если ребенок принимает вынужденное положение тела, то есть он садится, ему удобнее сидеть, чем лежать, он может опираться ручками о кроватку, о стул, какую-то опору.
Если вы видите втяжение уступчивых мест грудной клетки, если вам помогают ингаляции с бронхолитиками, такими как, например, Биродуал, с топическими глюкокортикостероидами, такими как, например, Пульмикорт, если все это еще на фоне нормальной температуры тела, очень высокая вероятность того, что у ребенка есть аллергический компонент в его, так скажем, картине болезни, обязательно нужно обратиться к аллергологу, пульмонологу, не затягивать с этим состоянием, поскольку такие вещи, они требуют обязательно коррекции. Возможно, ребенок должен получать и специализированную терапию, аллерген-специфическую иммунотерапию и базисную терапию, которая будет предотвращать появление вот этих приступов, а значит, будет предотвращать утяжеление заболевания. И от того, насколько своевременно мы будем здесь предпринимать необходимые меры, будет зависеть прогноз. То есть в будущем, да, ребенок у нас будет здоров, либо он будет уже иметь какое-то хроническое заболевание, и, соответственно, ограничения в своем образе жизни, связанные с этим. Друзья, если у вас остались вопросы по поводу аллергического кашля, вы можете смело задавать их в комментариях. Пишите ваши пожелания по поводу следующих видео. Я планирую записать также видео про кашель, который провоцируется наличием в организме глистов, потому что очень много вопросов по этой теме я также получила. Подписывайтесь обязательно на мой канал в YouTube, чтобы не пропускать видео новые, которые я публикую. Кроме того, у меня очень много полезных статей, то есть печатных материалов помимо видео, и я их выкладываю в моем Инстаграм, мама аллерголог. Внизу ссылка тоже есть, либо в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке. Добро пожаловать на любые аккаунты, то есть пользуйтесь той информацией в тех соцсетях, где вам это удобно. Пишите свои пожелания, свои вопросы, и до скорых встреч!